Дамы и господа, вы это слышите? Знаете, что это такое? Это зов природы. Меня зовет природа. Меня зовут приключения. Что ж, отправляемся. И на сей раз отправляемся на юг Сербии, в окрестности города Врanje. Компанию мне составил уже известный вам по предыдущему видео Саша Стоянович. И мы едем, чтобы посетить водопад Казанджол, находящийся неподалеку от города. Добраться до города Врanje можно на автомобиле, либо на автобусе из Белграда. Путь из Белграда составляет примерно 5 часов. Наш дорогой друг Google и некоторые местные жители подсказали нам, что лучше всего идти к водопаду со стороны крепости Марково Кале, которая находится в тех же краях. Собственно, кто мы такие, чтобы спорить с Гуглом и теми, кто живет в этих краях? Поэтому мы последовали рекомендации. Вот, собственно, руины крепости Марково Кале. Возможно, когда-то это было величественное сооружение, а теперь вы видите сами, что собой это представляет. Как всегда, остатки былого величия. А между тем, тропа к водопаду идет все ниже и ниже, и мы видим, как постепенно приближаемся к лесу. Там вдалеке за вершин мы видим город Врanje. Как видим, он не так далеко находится. И это таки внушает нам оптимизм. Какие вершины, какая зелень, какая красота. Лепота, лепота, лепота. А мы спускаемся. И чем ниже мы спускаемся, тем более дикими становятся тропы. Если вначале еще были какие-то отметки, то теперь просто, что называется, заросли, дебри, джунгли. В общем, легкая прогулочка постепенно превращается в испытание. Никаких указателей к водопаду мы не обнаружили. Только дикие, местами весьма заросшие тропы, овраги. Так что тут без помощи навигатора обойтись будет довольно-таки сложно. Есть понимание, в каком направлении находится водопад, но нормальных тропинок до него нету. Только заросли. Сквозь колючки, сквозь тернии и волчцы, так сказать. Плюс местность здесь довольно-таки овражистая, поэтому будьте готовы к хорошей кардиотренировке в виде подъемов в горку. Вот смотровая площадка, откуда можно полюбоваться окрестностями. Шикарно, ребята, шикарно. Вот что я люблю в этой жизни, так это получать награды за свои усилия, за свое усердие, за свое упорство, за муки и за страдания. И вот, пройдя через дикие овраги и заросли, мы таки добрались до заветной цели, дамы и господа. Вот он, водопад, водопад Казанджол. Уже издалека он выглядит довольно-таки интересно, но мы, разумеется, подойдем к нему как можно ближе, по старой сложившейся традиции. Благо, подойти к водопаду поближе не составит особого труда. До него ведет вот такая скалистая тропинка, и мы подходим ближе, чтобы лицезреть сие чудо природы вблизи. Под водопадом находится вот такое небольшое озерцо, которое напоминает внешний Казан. Судя по всему, из-за этого водопад и получил такое название. Немного приглядевшись, мы обнаружили, что выше по реке есть еще один водопад, или что-то напоминающее водопад. И наша любознательность повела нас дальше. Ну как же не запечатлеть себя любимого на фоне такой природной красоты.
Это было бы грешно. А наша любознательница повела нас дальше по каменистой тропе навстречу еще одному водопаду. Честно говоря, не знаю, является ли этот водопад частью водопада Казанджол, или это вообще совсем другой водопад, находящийся на той же реке. Но тем не менее, идемте же, дорогие друзья, и посмотрим, что скрывается от наших глаз в этих скалистых оврагах. Тропинка здесь довольно-таки узкая и проходит прямо над обрывом, поэтому мои рекомендации, мои искренние пожелания проявлять максимальную осторожность. Одно неловкое движение и Митькой звали, как говорится. А вот, дамы и господа, еще один водопад. Еще одно озерцо под ним. Так и он не уступает по красоте предыдущему, а в чем-то даже, может быть, и превосходит. Не знаю, что думаете вы по этому поводу, но по мне это красота, это шикарно. Да, наши усилия, наши старания, наши муки, наши страдания определенно были не напрасны. Это, вне всяких сомнений, награда за труд. Передаю всем привет с водопада Казанджол, из скалистых оврагов в окрестностях города Вране. Ну что, дамы и господа, погостили возле водопада, пора и честь знать. Пора возвращаться домой. Я, вне всяких сомнений, доволен прогулкой. Несмотря на все трудности, с которыми нам пришлось столкнуться, мы таки достигли результата. Мы добрались до заветной цели. А это определенно не может не радовать. Какие же итоги можно подвести? Водопад Казанджол безусловно прекрасен. А по поводу того, стоит его посещать или нет, тут уж решайте сами. Если вы ожидаете легкой прогулки минут на 5 или 10 по ровной ухоженной тропинке, тогда это, увы, не тот случай. Но если же вы, как и я, любите авантюру, любите пробираться сквозь непролазные заросли, ходить по крутым склонам, по неизведанным тропам, тогда водопад Казанджол ждет вас. А на этом я прощаюсь. До новых встреч, дорогие друзья. До новых увлекательных маршрутов. Всем пока.